Если вы хотите обладать криптовалютой, то вам не обязательно покупать ее. А если вы хотите заработать на криптовалюте, то вам не обязательно торговать ею. Существует масса различных способов, которые помогут вам как обладать, так и заработать на криптовалюте, о которых вы сегодня и узнаете. Если у вас нет криптовалюты, то вам не обязательно покупать ее. Существует масса способов, чтобы получить ее почти что за бесплатно. Ну не то, что совсем уж за бесплатно. Вам придется либо нарисовать картинку, либо написать программку, либо просто поставить лайк и сделать репост. Первый способ получить криптовалюту с нуля – это принести пользу проекту. Все проекты на ранних стадиях нуждаются в активных участниках. А кто такие активные участники? Активные участники – это те, кто помогает проекту подняться ввысь. То есть те люди, которые приносят непосредственную пользу. И, например, распространение информации о проекте – это одна из непосредственных польз, которые вы можете принести для проекта. Почти все новые проекты имеют так называемые баунти-компании. Компании, в которых вам нужно будет ставить лайки, делать репосты, рисовать картинки, создавать мемчики, может быть, писать какие-то примитивные программки или даже снимать видео. Так что вы всегда можете найти какие-то интересные проекты, у которых есть баунти-компании, и принять участие в этих баунти-компаниях. А иногда у проектов есть даже целые челленджи. Просто все эти проекты находятся на ранних этапах, и их монеты не торгуются на биржах. Грубо говоря, цена таких монет равна нулю. Но как только этот проект запустится, его монеты будут торговаться на бирже, и цена таких монет будет уже больше нуля. Мы не можем сказать точно, сколько будут стоить эти монеты, но абсолютно точно понятно, что это будет больше, чем ноль. Но не только проекты на ранних стадиях имеют баунти-компании. Вы можете встретить баунти-компании даже у тех проектов, которые уже торгуются на биржах и чьи монеты уже стоят достаточно много. Например, такой проект, как Akash Network, регулярно устраивает какие-то баунти-компании, связанные с распространением информации об их проекте. И вы можете сделать репост, или вы можете создать что-то для Akash Network, и вы обязательно получите, пусть небольшой, но приз. Но участие в баунти-компаниях – это не единственный способ получить крипту. Есть еще несколько других способов. Например, есть такой проект, как Likecoin. Это децентрализованная медиа, в котором вы можете писать свои статьи, выкладывать их и за это получать криптовалюту. Этот проект почти то же самое, что и Medium. Просто есть внутренняя криптовалюта Like, которая выплачивается наиболее активным авторам. И вы можете писать туда свои статьи, заметки, оставлять фотографии котиков. И за все эти свои статьи вы будете получать разное количество криптовалюты Like. И Like уже торгуется на нескольких биржах, то есть вы смело можете обменять потом Like на биткоин или на Ethereum, или даже на какие-то стейблкоины, которые вы можете обменять либо на любую другую криптовалюту, либо можете вывести в фиат. Еще один способ получить криптовалюту – это участие в так называемых incentivized testnets, то есть стимулируемых тестнетах, где вы можете запустить ноду для тестового блокчейна и в результате получить криптовалюту за то, что вы участвовали в таком тестнете. Вы спросите, но у меня же нету компьютера для того, чтобы запустить валидатора. А ответ очень прост. Есть масса сервисов, которые предоставят вам бесплатный сервер на месяц или два. И этого вполне хватит для того, чтобы поучаствовать в тестнете и получить свою первую крипту просто за участие. Кроме всего прочего, можно получить криптовалюту, просто играя в игры. Сейчас развивается такое направление, как GameFi, то есть игровые финансы. Это то же самое, что и DeFi, только процесс намного интереснее, потому что процесс игровой. Начиная с таких игр, как Axie Infinity, которые уже достаточно известны среди криптосообщества, продолжая такой интересной игрой, которая запущена, но еще не началась, Star Atlas. Это грандиозная космическая стратегия, сделанная на Solana. В этой игре вам нужно будет участвовать в грандиозной космической глобальной стратегии, в которой также есть своя экономика. И там нужно будет добывать какие-то ресурсы. И эти ресурсы вы потом сможете обменять на другие виды криптовалют, которые вы всегда сможете вывести, продать, обменять или сделать с ними то, что вам захочется.
И последний, но самый трудоемкий способ получения криптовалюты – это зайти на GitHub проекта и посмотреть на этом проекте существующие issue. И если вы сможете закрыть одно из этих issue, например, улучшить код или создать новое программное обеспечение, то тогда вы получите от проекта вознаграждение. Очень часто проекты пишут именно какое вознаграждение и именно за что вы сможете получить. Получается, что для того, чтобы получить свою первую криптовалюту, вам нужно уметь пользоваться поисковиком и уметь создать аккаунт в социальной сети. Это необходимый минимум. Кроме этого, существуют еще способы получения криптовалюты, которые не требуют вложения, но требуют вашей занятости. Один из самых простых способов – это перевод документации или каких-то важных статей от проектов. Вы находите тот проект, который вам нравится, смотрите, на какой язык документация еще не переведена, связываетесь с проектом и предлагаете проекту перевести их документацию на тот язык, на который вы можете перевести. Как правило, проекты очень заинтересованы в переводе их документации на локальные языки. И, как правило, вознаграждение за такие переводы достаточно приличное. А еще один способ – это связаться с проектом и узнать, есть ли у них сообщество на локальном языке, которое вы знаете. Как правило, у всех проектов есть англоязычное сообщество, но не у всех проектов есть сообщество на украинском, русском или казахском языках. Вы можете создать такие сообщества, вести такие сообщества. И, как правило, многие проекты поддерживают такую деятельность, и вы сможете получить вознаграждение за то, что вы приносите пользу проекту тем, что помогаете сообществу разобраться в проекте. Самое главное, изначально разберитесь в сути этого проекта, потому что если вы создадите сообщество проекта, которое обманывает других пользователей, вы будете сообщником обмана, и не надо никогда помогать тем проектам, которые обманывают своих пользователей. Если вы знаете об альтернативных способах получить свою первую криптовалюту без финансовых вложений, обязательно напишите об этом в комментарии. Есть еще множество способов получить криптовалюту, сделав минимальные вложения. Например, это DeFi и фарминг. Для этого вам надо совсем небольшая сумма, которую вы отправите в пул ликвидности, и уже за то, что вы предоставляете ликвидность в пул для обмена другим пользователям, вы будете получать маленький процентик. Но при этом вы сможете получать дополнительный заработок, если вы отправите свои так называемые LP-токены, то есть токены пула ликвидности, в так называемый фарминг, то есть получение монет проекта за ваше обязательство не убирать ликвидность из пула в течение какого-то времени. Самое главное – это ознакомиться с проектом перед тем, как предоставлять ликвидность в его пулы, потому что проекты-спекулянты-однодневки не дадут вам заработать на них, они заработают на вас, а вы только потеряете. Следующий вариант получения криптовалюты с минимальными вложениями – это стейкинг, когда вы отправляете свои монеты в стейк, то есть делегируете их валидатору, и за это получаете вознаграждение от сети. Кроме того, что вы будете получать вознаграждение от сети, очень часто вы будете получать так называемые стейк-дропы, то есть аирдропы для тех, кто делегирует свои монеты. Экосистема Космос полна таких проектов, и зачастую, делегируя всего одну монету, вы можете получить 5-6 других монет. Для того, чтобы узнать, какие монеты и куда делегировать, подпишитесь на группу «Экосистема Космос» на русском языке. Ссылочка будет в описании. А еще один способ получить криптовалюту с минимальными вложениями – это запустить своего валидатора. Все, что вам нужно, это арендовать себе сервер или собрать свой собственный компьютер, который будет подключен к сети 24 часа в сутки. Это даст вам возможность получать эмиссию новых монет того проекта, который вы валидируете. Чтобы стать валидатором, вам, конечно, понадобятся знания, но все эти знания находятся в открытом доступе в интернете абсолютно бесплатно. Но если вы не уверены, что сможете получить эти знания самостоятельно, то у нас есть школа валидаторов, в которой вы узнаете все то, что необходимо вам для валидирования. И, конечно же, ссылка на школу валидаторов будет в описании. И вот еще один способ получить свою первую крипту без вложений.
Подпишитесь на наш новый канал и поучаствуйте в конкурсе. Это сможет вам принести до $100 в криптовалюте. Ссылочка будет в описании, а условия конкурса вы узнаете из нашего первого видео. Наша рубрика на ForkLog продолжает выходить, так что подпишитесь, чтобы не пропустить новые серии Fork the System. Ставьте лайк, а я пошел рисовать мемчики, переводить документацию и валидировать.